Петербурга в глубинку Архангельской области, на русский север, Кинозерский национальный парк. И вы знаете, вот еще совсем недавно Кинозерье было известно только узкому кругу ученых, а эксперты прогнозировали появление здесь первых туристов не раньше 22 века. Да и о туризме, собственно говоря, было ли нам думать в далеком 91 году, глядя на зарастающие ландшафты, памятники архитектуры в аварийном состоянии и задухающие традиции. Нам достались 30 деревень с населением 2300 человек, которые были растеряны от происходивших экономических, политических деформаций и теряющих надежды в завтрашний день. Ну а сегодня Кинозерский национальный парк становится точкой притяжения для туристов из разных регионов России и зарубежных стран. Он стал туристическим центром Архангельской области, ну и, наверное, я не побоюсь этих слов, символом всего русского севера. При этом ближайший город удален от нас на 500 километров, а парк расположен вдали от транзитных трасс. Почему так? Мы думаем, что это связано с тем, что мы выбрали еще в трудные 90-е годы курс на развитие только устойчивого туризма, который совмещает интересы наследия, местных жителей, туристов и бизнеса. Еще до появления в России явного тренда на устойчивость и экологичность, до появления цели устойчивого развития, первых менеджмент-планов и концепций развития. Вот в стратегию управления нашего парка заложен комплексный подход к развитию туризма, исходя из следующих приоритетов. Наш вектор развития — это сохранение коренного населения и живой северной деревни. А наша экономическая цель — это создание новых рабочих мест и распределение экономических выгод от туризма в пользу местных сообществ. А экономическая стратегия — от экономики услуг к экономике впечатлений. А наша особая специфика, которая отличает нас от многих национальных парков и заповедников России, заключается в том, что мы сохраняем не только природу, но и культуру, материальное и нематериальное наследие. И наш парк единственный в России, который взял на свой баланс все памятники архитектуры, а их десятки, и среди них шедевры русского деревянного зодчества. Они нам достались в очень плачевном состоянии. И вот за 29 лет мы полностью отреставрировали 30 памятников, а на 24 провели противоаварийные работы, в том числе с участием международных волонтерских десантов. Что важно, вот памятники, они главный фактор привлекательности нашей территории для гостей, а их посещение — это ключевой элемент абсолютно всех туристических программ. И это не музейные экспонаты. После реставрации они передаются местным жителям и являются центрами их духовной жизни. Но вот именно такой комплексный подход к сохранению и природного, и культурного наследия открыл для нас очень большие возможности для создания сложных турпродуктов за гранью просто путешествия в природу. И это помогает делать отдых глубоким и содержательным. Мы разработали туристско-рекреационное зонирование парка, и это позволило нам сконцентрировать управленческие действия на территориях 2 опорных туристско-информационных центров и 7 периферийных. Вообще, вот зачем люди преодолевают эти огромные расстояния и едут в Кинозерье? Мы думаем, что за новым опытом, за впечатлениями, за открытиями, а о своем наследии мы рассказываем в музеях, информационных и визит-центрах. Но вот что важно, в создании экспозиции наряду с ведущими научными центрами принимают участие местные жители. И люди знакомятся не просто с наследием, но познают человеческую ценность территории. Всего у нас создано 17 музеев и экспозиций. И вот в глубинке Архангельской области мы применяем самые современные технологии: виртуальной реальности, тачскрины, медиаинсталляции и многое другое. А продолжением музейных экспозиций являются, конечно, экологические тропы. И всего у нас обустроено 10 экотроп и 7 экскурсионных маршрутов общей протяженностью почти 300 километров. И это позволяет перераспределять антропогенную нагрузку, разводить потоки и делать отдых людей более содержательным. Сегодня эпоха репродукции. И вот в эту эпоху
понятие подлинного приобретает особое значение. Мы никого не удивим сетевыми отелями в северных деревнях. Поэтому мы не рассказываем о том, как жили в старину. Мы даем возможность почувствовать атмосферу живой северной деревни. А украшение нашей инфраструктуры гостеприимства — это отреставрированные старинные дома с подлинными предметами крестьянского быта. Но при этом единовременная вместимость нашей инфраструктуры вместе с турстоянками, гостевыми домами, мини-гостиницами составляет 1463 человека. Ну вот устойчивый туризм для парка, который расположен в северной глубинке, это не самоцель, это наша жизненная необходимость. Он является инструментом сохранения наследия, развития сельских территорий, стимулирует активность местного сообщества. Поэтому участие местных жителей — это основа всех наших туристических проектов и программ. Вот ежедневно мы предлагаем гостям 5-6 активностей с участием жителей парка. И вот на слайде вы видите пример одного из расписаний экскурсий и мастер-классов, которые действуют у нас абсолютно каждый день. Зимой одна программа, летом другая, и 90% из них подразумевают участие местных жителей. А в течение года по экотропам, маршрутам, музейным экспозициям проводится около 1000 экскурсий для более 25 тысяч человек. И вот важно, что экскурсоводы — это преимущественно местные жители. Они рассказывают свои личные истории, истории своих семей. Интересно, что часть экскурсий проводят дети, это участники школы юного экскурсовода, и они с ранних лет зарабатывают своим умом и талантом именно от туристической деятельности. Также мы развиваем экоферму Мизенко, на которой мы сохраняем только аборигенных северных животных. Это северные мизенские лошади, холмогорские коровы, козы и другие животные. Это очень востребованный туристический объект. Что еще важно, это не только про туризм. Устойчивое развитие подразумевает вовлечение жителей в управление территорией. И для этого мы обучаем людей социальному проектированию, развиваем гражданские инициативы, создаем некоммерческие организации и реализуем десятки социокультурных проектов, которые направлены на сохранение наследия и развитие туризма на его основе. Мы создали фонд микрозаймов для местных жителей, которым воспользовались уже около 500 человек на сумму свыше 60 миллионов рублей. И эти деньги остаются на территории и идут на развитие местных жителей. Конечно, важное направление для нас — это малый бизнес, это поддержка предпринимательских инициатив местных жителей. Ну вот только за последние 2 года в рамках одного из проектов, финансируемого Европейским Союзом, мы материально и экспертно поддержали более 40 бизнес-проектов местных жителей. Это и сельское хозяйство, и разные мастерские, ткацкие, кузнечные, столярные, гостевые дома, сельские пекарни и многое другое. И все они сегодня — это полноправные участники туристической деятельности на территории национальных парков. Активно включая нематериальное наследие в туристическую деятельность, мы стремимся сберечь его от забвения. Так, при нашей поддержке развиваются 4 местных фольклорных коллектива. Работают 3 центра промыслов и ремесел, наши мастерские, и это позволяет сохранять ремесло и развивать малое производство. Сегодня 80 мастеров, 80 местных жителей изготавливают более 200 видов сувенирной продукции, и они успешно реализуются, позволяя инструментами экономики сохранять и развивать традиции. Также местные жители проводят мастер-классы и этнографические программы, что является эффективной формой сохранения и экспорта местной культуры. Ну а лейтмотивом туризма стало развитие событийного туризма. И что важно, это не искусственная реконструкция, а именно возрождение живых традиций. Мы очень надеемся, что пандемия отступит, и мы сможем продолжить эту важную работу. Конечно, вкусная еда, кинозерская кухня является полноценным, аттрактивным элементом нашего турпродукта. Это и гастротуры, и дегустации, этнографические обеды, работа 2 наших кафе-гостиных, а также возможность туристам напрямую купить продукцию местных жителей. В деревнях парка функционирует 30 частных гостевых домов, и, конечно, мы поддерживаем их развитие, но акцент ставим на повышение сервисной культуры. И для этого мы ввели свою такую внутреннюю сертификацию, знак качества, рекомендованный Кинозерским национальным парком. И сегодня этим знаком отмечено уже 10 владельцев гостевых домов, и эта работа продолжается.
Но эффективность совместных действий с местными жителями родилась не сама по себе, этому сопутствуют многочисленные мероприятия, обучающие, направленные на развитие предпринимательской культуры, сервисной культуры и так далее. А всего в туристической деятельности сегодня у нас участвует около 200 местных жителей. Мы национальный парк, мы особо охраняемая природная территория, поэтому использование экологических практик для нас ключевой вопрос. Мы внедрили на всей территории парка раздельный сбор отходов, построили центры обращения с отходами, выстроили логистику и передали их в бесплатное управление местным предпринимателям. Также мы активно применяем возобновляемые источники электроэнергии на отдаленных объектах, используем только экологичные моющие средства на всех объектах и внедряем практику устойчивых закупок. Конечно, важно помогать тем, кто слабже и незащищеннее нас. Мы реализуем проекты социального туризма. Это и кинозерское детство для детей из детских домов, кинозерское детство для инвалидов и пожилых людей из домов-интернатов, и проект «Друзья для друзей» для молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Вот они наши главные посетители, это наш VIP-клиент. Но вот среднее пребывание туристов на территории парка составляет 3 дня, и наша задача максимально наполнить их эмоциями и впечатлениями. И при этом средний чек в Кинозерском парке в несколько раз выше, чем в подавляющем большинстве национальных парков России. И вот мы считаем, что это и есть устойчивый туризм, когда 100 посетителей могут принести больше пользы, чем 1000, если их путешествие грамотно организовано. И важно учитывать те условия, в которых эти показатели достигаются. Это отдаленность и нетранзитность территории, сложные дорожные условия, непростая логистика и так далее. Ну и в заключение, работа на живой территории, она никогда не была простой. Тем не менее, 80% жителей положительно относятся к тому, что их деревни включены в границы национального парка, а более 70% к тому, что на их территории развивается туризм. Еще 15 лет назад таких людей было всего 30%. А оценивая роль парка, и это очень важно, люди в первую очередь говорят о значении сохранения наследия, и только во вторую об экономике, о возможностях для заработка. Это значит, что сохранение наследия инструментами туризма может быть не только экономически выгодным, но и морально и нравственно значимым. Ну а в завершении я хочу привести слова нашего директора Елены Клементовны Шатковской. Она говорит так: «Не важно, сколько людей приехали в парк, важно, какими они от нас уехали». Спасибо большое за возможность рассказать о Кинозерском национальном